Бруски массами М1 0,2 кг и М2 0,3 кг соединены, перекинуты через легкий неподвижный блок нитью. Какова сила давления на ось блока? Определите ускорение системы и силу натяжения нити. Задача известна. Масса двух брусков М1 0,2 кг и М2 0,3 кг, которые перекинуты через блок нитью нерастяжимой, невесомой. Здесь блок, первый груз, второй груз. Нужно определить ускорение системы, натяжение нити и силу, которая действует на ось блока. Естественно, в этом случае мы получаем какое-то ускорение, потому что действует один брусок больше, второй немножко меньше. Посмотрим, какие силы действуют на эти бруски. Итак, на первый брусок действует сила P1, которая его направляется вниз. Действует еще натяжение нити, которая сила направлена вверх. Разница между этими силами даст силу ускорения, силу, которая создаст ускорение для этого блока. В данном случае, судя по тому, какие у них массы, движение вторая будет двигаться вниз, а первый будет двигаться вверх. Здесь получается, что сила натяжения нити больше, чем вес этого бруска, поэтому разница между натяжением нити и весом бруска даст нам ту силу, которая будет создавать ускорение для бруска первой массы М1. Можем это дело записать таким образом, что сила натяжения нити минус вес первого бруска будет равен массе, что множится на ускорение. Эта разница даст силу, которая по второму закону Ньютона даст ускорение первому бруску. Ну а P будет равно P1, это M1G, P2 будет, естественно, равно M2G. Сила, которая действует на второй брусок, это P2, который действует вниз, и ему противодействует, конечно, натяжение нити. Разница этих сил даст ту силу, которая будет вызывать ускорение для второго блока. В данном случае видим о том, что P2 будет немножко больше, чем сила натяжения нити, поэтому система будет двигаться вниз. Итак, запишем такое для второго блока, что P2 минус натяжение нити будет равен M2 умножить на. Точно так же ускорение по второму закону Ньютона, как и для первого. Только здесь нить получается тянущая, то есть больше. Здесь сила натяжения нити будет меньше, поэтому ускорение будет направлено вниз. Для того, чтобы найти натяжение, нужно сразу избавиться сначала от ускорения и от одного из неизвестных. Нам же нужно найти и ускорение, и натяжение нити. Поэтому сделаем первый вариант. Будем искать сначала натяжение нити, для того, чтобы потом найти ускорение. Можем сделать следующее. Первое уравнение разделим на второе уравнение. Левую часть первого уравнения делим на левую часть второго уравнения, а правую часть первого уравнения делим на правую часть второго уравнения. Итак, запишем. T отнять P1, что делится на P2 минус T, будет равно M1A, что делится на M2. Как видно, сразу можно А сократить. Пока одно неизвестное у нас не рассматривается, осталось только T неизвестно. Для того, чтобы определить T, нужно избавиться от знаменателей. Можно двумя способами, можно домножить знаменатели на общий этот самый знаменатель, который, можно сказать, будет M2, что множится на вот эту скобку. Сюда пойдет множитель M2, а сюда пойдет весь знаменатель с левой стороны. Или можно таким образом, как обычно делать, перемножают навкрест, это будет то же самое. Записываем t минус p1, что множится на m2, равно m1 с этой стороны, что множится на p2 минус t. Откроем скобки, получается уравнение, и t у нас пока неизвестно. Открываем скобки для того, чтобы его решить. Итак, t, что множится на m2, минус p1, что множится на m2, равно m1, что множится на p2, минус m1, что множится на t. T у нас неизвестно, переносим его влево, а это известные величины, перенесем их в правую часть уравнения. Итак, t m2 плюс t m1 равно m1 p2, то что пока с правой стороны, переносим p1 m2 с левой стороны со знаком плюс, конечно. p1 m2. Вынесем за скобки t, получим здесь, давайте так напишем, в порядке возрастания, все равно m1 плюс m2 и равно, а это раскроем. Потому что 1 это m1 на g, m1, что множится на m2 на g, это значение p2, плюс p1, это что p1, m1g множится на m2. Как видно, эти два слагаемых одинаковые, поэтому t, что множится на m1 плюс m2, равно 2 m1 на m2 и умножено на g. Итак, t будет равно 2 m1, что множится на m2, множится на g и делится на m1 плюс m2. Теперь можем подставить все эти значения, вычислить, какая же будет сила натяжения нити.
Т равно 2, умножится М1 0,2 килограмма, умножится на М2 0,3 килограмма. Здесь будет сразу, подставим значение 0,5 килограмма, сумма двух масс, и на G 9,8 метров, в секунды в квадрате запишем здесь. Итак, 1 килограмм мы можем сократить сразу. Тут килограмм на метр на секунду в квадрате. Это будет ньютон. Перемножение этого всего получаем 2,35 килограмма на метр на секунду в квадрате. Теперь сразу можно определить силу, которая действует на ось этого блока. Поскольку с двух сторон на блок действуют две силы, с одной стороны Т, с другой стороны Т, то сила F, она уравновешивает это натяжение нити. Можно написать о том, что F равно у нас 2T. Сразу можно подставить эти значения. F у нас будет равно 2, что множится на 2, 35 ньютонов, получаем 4,7 ньютонов. Теперь, что касается ускорения. Можно брать любое значение, но возьмем первое уравнение, T нам известно, P тоже будет известно. И подставим сюда, найдем А. Берем первое уравнение. T минус P1 равно M1, что множится на А. Отсюда будет А равно T отнять P1, что делится на M1. P1 заменим его значением масса умножить на ускорение. Получается T минус M1G делить на M1. Давайте разделим оба этих слагаемых сверху, которые в числителе, на M1. Получим T, что делится на M1, минус просто M1 здесь сократится, минус G. Равно T, это у нас сколько? 2,35 ньютона, делить на M1 на 0,2 килограмма, и минус 9,8 метров за секунду в квадрате. Здесь у нас будет 11,75 ньютон на килограмм. Килограммы сократятся, будет метры за секунду в квадрате. И минус 9,8 метра за секунду в квадрате мы получаем 1,95 метра за секунду в квадрате. А у нас будет равно 1,95 метра за секунду в квадрате. Сила натяжения нити Т равно 2,35 ньютона. И сила давления на блок, его навешивает, равно 4,7 ньютона.